В нашем случае наш рай – это гравитационное пространство. Я его нашел в гравитационном пространстве, которому нет предела и нет конца. Все, что мы знаем и не знаем, все, что видим и не видим, малое или большое, основа всего, что есть. Будем говорить о человеке. Папа – центральная нервная система, управление координацией мышц тела для обеспечения перемещения в пространстве и связано с ним поведение. Мама – вегетативная, автономная, регуляция всех жизненно важных функций, обмена веществ и энергии. То есть за энергетику отвечает, в общем-то, мама. У нас есть два мозга, и оба сильные, и они сильнее нас. Папа – это вот это главное, и большая часть позвоночника. Мама находится вот здесь. В принципе, они друг без друга обойтись не могут. И все акции вот этого тела, которые у вас есть и у меня есть, находятся в их руках. Они главные банкиры. Нам во всем вот этом организме с поведением и прочим, миллиардах лет, с инстинктами, рефлексиями, отведено всего несколько процентов. Мы вот в этом доме практически никто. Нами манипулирует папа и мама. Но нам кажется, что мы регулируем и папой, и мамой. Ничего подобного. Мы принимаем решение задолго до того, как нам показалось, что мы приняли решение. Уже я даже слышал такие разговоры, как минут за 9, за 15, ничего подобного. Это может быть и месяц назад мама сделала посыл папе, папа задумался, ночью по коридорам походил. Понимаете, и в один прекрасный день вы принимаете какое-то решение в этом мире, и вам кажется, что решение приняли вы. Значит, дело папы и мамы выживать в этом мире, в этом социуме. Соответственно, они и я толкают на поиск метода выживания. Я попробую привести пример с обезьянами. Значит, сильная обезьяна сидит, слабая додумалась, схватила палку и с дерева сбивает какой-то продукт, какой-то фрукт. Вот. Есть будет сильный, тот, кто ничего не делает, тот, кто сидит, он будет есть. Вопрос, кто из этих двоих развивается? Тот, кто слуга, забивает из деревьев фрукты, или тот, кто сидит и ничего не делает? Понимаете, тот, кто сидит, он же король. А вы же все по жизни стремитесь вверх, подняться на самую верхотуру, стать королями. Вот кто же вами двигает? Ваше «я» или папа с мамой? Вас вынуждают двигаться вверх. К чему я клоню? Что устремленность вверх не должна забывать обучаемость.
все, что в этом мире живое, понимаете, живет по тому же принципу, что и мы. Имеет небольшой процент в том теле, в котором он находится. И он думает, что это он. Комар думает, что он комар. Воробей, что он воробей. Человек, что он человек. Понимаете? Но у него точно так же мозгулька центральному к папе и к маме. Точно такой же. Он эффективный трудяга для тела и тела. Я обозначу это папой и мамой, чтобы появилось ощущение: ты ребенок, а не раб. Ты ребенок для папы и для мамы. То есть и для тела, и тело, нервной системы которой управляет энергиями, понимаете, и для мозга, который помогает тебе как бы думать, принимать решения. На самом деле это не так. Очень далеко не так. Нам кажется, что мы принимаем решения. Мы подчиняемся им. Вот в чем дело. Мы подчиняемся инстинктам. Чтобы выйти из этого рабского состояния, сам дух, сама душа, ее сила, которая находится в теле, это меньше, чем сила дуновения. Понимаете, вот еле-еле, чуть-чуть. Тот, кто выходит из комы или из большого заболевания, он двигаться не может. То есть постепенно в нем начинают работать какие-то соки, но есть какой-то двигатель. И вот этот двигатель можно обозначить как сила духа или энергия души. Ее совсем чуть-чуть, и она находится в этом теле. И вот это в реальности есть мы. Вот это. Посмотрите, вот ровно вот столечко. Вот ровно вот столечко. Еле-еле, как пушинка. Она практически невесома. Ребенок с ней рождается. А потом в нем шаг за шагом начинает проявляться физическое. Это всего лишь толкач. Вот эта вот сила рождения, и Бог вдохнул в него жизнь, понимаете, вот это вот вдохнули в него жизнь, она еле-еле, ее там немного. Даже не знаю, как ее показать. Это буквально вот столько усилия у вас, внутреннего усилия, реальной жизненной силы, видите, да? В принципе, это та сила, при которой душа потом почитает тело. Она очень мала. То есть ее каким-то образом надо задействовать, потому что она была в самом начале. В самом начале в ребенке она стремилась развиваться, двигаться вперед. Но двигателем основными, напоминаю, был папа и мама. А у вас там малый процент. По природе вы уже не находитесь в природной селекции, то есть вы находитесь в социуме. И вот эта сила малая уже каким-то образом должна продолжать культивироваться, как бы по законам природы. Но вы уже не там, но из законов природы нам тоже не выйти. Может быть очень сложно или может быть очень умно, да? По-простому, если так говорить, у вас должна проявиться пластика и несколько другая сила. То есть, когда ребенок растет, можно было бы увидеть или вспомнить, или еще как-то. И вот то трясет, да, то он вытягивается. Он не растягивается, как йог. Понимаете? Он вытягивается, он растет в этот момент. Это несколько другая сила от папы. Вот эта самая трясучка, когда он или боится, или нервная вспышка такая, что его всего трясет и колбасит. Вот. В основном это задействован папа. Мама – это то усилие, которое я обозначаю как не как растяжки, не как растягивание, а как вытягивание.
В реальности это очень малая сила, она вот такая. Ее очень мало, вы с ней рождаетесь все. Но если вы начинаете на нее опираться, то качество вашего «я» или качество вашего ума начинает доминировать или входит в контакт, в правильные взаимоотношения и с папой, и с мамой. Тип вашего внимания, тип вашей сосредоточенности. Папа будет меняться, и мама тоже будет меняться. Потому что они будут вспоминать это как новорожденный. Они будут вспоминать вот это время. В памяти это осталось, никуда не исчезло. В данном случае это очень коротко и выглядит не очень как бы умно, но за этим стоит много что. Во-первых, это дает мне возможность изменять свой гравитационный центр, занижать его таким образом, чтобы пластика тела тут же начала проявляться мгновенно. Мгновенно. У меня между сочленениями исчезают все провисания. Вот пустой воздух, он исчезает. У меня начинает проявляться единая пластика. Я не могу сделать ни одного жеста, чтобы с самого низа все мое тело не вступило в действие. Если я поворачиваю глаза, то у меня всего начинает разворачивать. Если я пытаюсь повернуть тело, то у меня и внутренний взор следует. Если я поворачиваю глаза, то мое тело следует за глазами. Если я поворачиваю тело, то мой внутренний взор сопровождает тело. Мои руки никогда не выйдут дальше какого-то круга, потому что в данном случае у меня кости и мышцы собраны точно так же, как у ребенка. Ребенок при всем желании не сможет руку протянуть. Понимаете, при всем желании у него есть вот он огражден. Есть некое пространство, в котором он находится. Он как в яйце двигается. Оно не видно. Но это реально своего рода яйцо, в котором он перемещается в пространстве. То есть это другие гравитационные возможности внимания. Это другая форма мышечной деятельности. Как бы вот так. У нее диапазонов больше и отличается от обычного человека. Значит, практика и малая сила. Она позволяет нам осваивать пространство, которое внутри нас, и пространство, которое снаружи, и объединять их в одно целое. Должно происходить накопление, посмотрите, устойчивого внимания, причем двух типов внимания, пространственное и предметное. Эти два типа там срабатывают. Ваш центр занижается, соединяется с верхним центром, как внимание. Тип дыхания меняется, положение рук, движение рук, все изменяется. А для того, чтобы мы эволюционно продолжали продвигаться, мы должны опереться вот на эту самую малую силу. Это малая сила – ваше внимание.